Кто сходит с ума по тебе? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, кто еще не смотрел другие мои видео, заходите в плейлисты и ох, какие видео вы там увидите. Ну, смотрим, мальчишки, смотрим, в каких вы энергиях сейчас находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы, возможно, выглядите моложе своего возраста. То есть вы можете ухаживать за собой, вы можете следить за своей фигурой, за внешностью. Для вас немаловажно, как вы выглядите. Аккуратность, чистоплотность, порой, может быть, даже у кого-то это доходит до педантизма. Вам нравятся комплименты, вам нравится, когда вам говорят, что вы выглядите моложе, что вы чистенький, вы ухоженный, вы с иголочки одеты. По крайней мере, вы к этому стремитесь. Я не говорю, что вы там дорого, богато обязательно одеваетесь, но вот чистота, ухоженность – это тоже одно из ваших таких супер качеств. Вы человек, который порой бывает, ну так, по-детски наивный. Особенно это проигрывается в ситуациях с женщинами. Порой бывали такие, знаете, у вас, может быть, какие-то курьезные случаи, которые вам и неловко вспоминать, и, может быть, как-то вот неудобно, да, стыдно. Но было это в вашей жизни, когда, может быть, ну, такие, знаете, были ситуации, как еще их называют, ну, опростоволосился по своей наивности, да, вот доверился, а потом хопа, и подстава какая-то, да, но это могли быть какие-то такие, ну, безобидные ситуации, ну, вот именно курьезные. Давайте сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Напишите, у кого из вас, может быть, реально были такие курьезные ситуации. Может быть, с женщинами, может быть, по жизни. Здесь могут быть даже вот курьезные случаи именно из-за вашего такого внешнего вида, что вы моложе выглядите. Может быть, вы там что-то покупали, а вам сказали, предъявите паспорт, да, либо еще что-то такое. Ну, то есть у каждого это может проиграться по-разному. Если такого не было, так и пишите, что нет, таких ситуаций не было. Вы человек, которому не единожды вставляли нож в спину. Очень так больно у вас это до сих пор откликается. Возможно, вы до сих пор кто-то не можете забыть эти ситуации, даже если они уже давно были, даже если уже вы с тем человеком, либо же с теми людьми вы не общаетесь, но все равно как-то вот боль осталась, осадочек остался, и ну, не хотели бы вы больше даже думать об этих людях, которые сделали вам так больно. Вы человек, который очень любит постоянство во всем, в отношениях, в работе, в друзьях. То есть вы не скачете от женщины к женщине, вы не стараетесь, ну, не часто менять работы, ну, разве что какой-то форс-мажор, да, там, сокращение, увольнение, либо еще что-то. Вы человек верный, вы человек преданный, и вот знаете, вот вы по жизни всегда стремитесь к какой-то внутренней гармонии. Не всегда у вас это получалось, да, потому что, опять же, это зависит не только от вас, а от окружающих людей, которые порой ставят палки в колеса, которые порой очень сильно нарушали ваши планы по жизни. Но вы уже как-то научились отбиваться, вы уже научились держать оборону от всех испытаний, и, в общем-то, довольно закаленный вы уже стали человек. Хотя вот, когда вам плохо, вы это стараетесь не показывать, вы не афишируете, да, когда душа болит, а сердце плачет. Старайтесь полагаться на себя. И я не могу сказать, что у вас очень много таких людей вообще в окружении, там тех же друзей даже, с которыми вы могли бы, ну, действительно открыть душу. Вот может быть один, ну два от силы человечка, с которыми вы можете поделиться чем-то сокровенным. Еще давайте коротко, что о вас.
Но мне показано, посмотрите, поскольку это общий расклад, женщины у нас не выпали, да? О чем это говорит вот сигнификация, что либо же меня смотрят в основном холостяки, да, много холостяков смотрят, либо же, что даже если у вас какие-то те или иные отношения, контакты с женщинами есть, то есть вы их в душу не впустили. Это могут быть разные ситуации, я уже не единожды об этом говорила. Либо же вы еще не уверены в женщине, либо же еще чувства у вас не появились, это самое начало. Либо же наоборот, это отношения вот по башне, которые уже себя изживает. Ну да, вы вроде бы вместе, но фактически вы уже порознь, да, вы как соседи. Вы человек, который очень скрупулезно относится к финансам, к тратам, да. Вы человек, который всегда вот, возможно, вы даже как-то, ну, чуть ли не на листочке бумаги рассчитываете, да, вот если нужно что-то купить, да, вот такую сумму потратим сюда, такую сумму сюда, ну, то есть вы как действительно, как такой прирожденный финансист, можете очень скрупулезно и структурированно относиться ко всем тратам. Не потому, что вы такой вот скупердяй, а потому что, ну, либо же деньги вам тяжело даются, да, тяжелым трудом, они с неба у вас не падают, либо же это еще такая черта, которую вам привили родители с детства, что деньги нельзя транжирить направо и налево, да, потому что потратить можно за 5 минут все деньги, а потом попробуй это все заработай и насобирай. Вы человек, который очень тяжело переживает разные серьезные разрушительные ситуации. Я уже говорила, они у вас были, опять-таки нам об этом говорят. Это было связано с потерей, скорее всего, отношений либо семьи. Не будем мы туда углубляться, да, бередить раны не будем, но это коротко, мы просто о вас поговорили. Ну, давайте-ка смотреть, кто же сходит по вас с ума, да, какая же женщина пришла к вам на расклад. Это женщина одинокая, женщина тайно и давно в вас влюбленная. Скорее она будет моложе, чем вы. Вот она очень переживает. Она влюбленная, но она это как бы держит в себе. Она мучается, она это не показывает. Почему она не показывает, не проявляется? Смотрите, здесь может проиграться ситуация, что у нее есть ребенок, и она вот почему-то считает, что, ну, то ли ей это привили, может быть, кто-то сказал, внушили, что либо же вообще мужчины как-то очень настороженно относятся к женщинам с детьми. Либо же может проиграться, что ей кто-то в уши влил, да, вот сказал из вашего окружения, что вы противник женщины с детьми, да, вот, ну, что-то из этого. Плюс еще здесь может проиграться то, что она может быть, ну, как бы, знаете, здесь еще у кого-то из вас может проиграться, что она до конца не уверена в вашем статусе. Тоже может это быть. Поэтому вот у нее какое-то смятение чувств, она запуталась, она не знает, что делать. С одной стороны, она в вас влюблена, она сходит с ума, она думает о вас, причем думает и днем, и ночью, реально. Ну, вы как будто даже снитесь. Очень сильно она это маскирует. Когда вы с ней общаетесь, я думаю, вы, может быть, даже не догадываетесь, что эта женщина в вас влюблена. Причем, смотрите, она настолько может вести какой-то такой обособленный, может быть, ну, не очень социальный образ жизни. Она редко выходит, ну, куда-то там, ну, разве что какие-то бытовые вопросы, да. Она не тусовщица. Она ведет закрытый образ жизни, ну, дом, работа, вот в таком плане, да, какие-то самые необходимые вещи. Есть какое-то такое внутреннее тотальное разочарование у нее по жизни. Очень боится, что ей мужчина причинит боль. У нее уже была такая ситуация, что ей тоже, как и вам, вот, в общем-то, могли быть даже похожие ситуации, что сделали больно, то есть здесь и измена проиграться может. И в то же время, смотрите, еще какая дилемма. Она очень боится почему-то перемен. Вот боится, понимаете? И здесь, ну, действительно какая-то парадоксальная ситуация получается, что с одной стороны она в вас влюблена, она мечтает, она страдает, она представляет, может быть, даже какие-то моменты, вот если бы вы были вместе, как бы там у вас все было и так далее. Но с другой стороны, она ужасно боится
перемен. Почему она боится перемен? У нее, знаете, у нее панический страх перед изменами. Вот панический страх. Поэтому она себя грузит, с одной стороны, вот этими любовными мыслями, а с другой стороны, она грузит себя тем, что а вдруг и вы будете, вот если она проявится, а вы опять же либо больно сделаете, либо окажетесь предателем впоследствии, да, изменщиком. Ну, то есть она сама себя запутывает. Она не охотница за деньгами ни в коем случае. А здесь человек, который, ну, запутался в этой жизни. В общем-то, таких травмированных психологически людей очень много. Но вот по дьяволу у нее очень сильный страх вот именно измены. Либо же, что вы там, может быть, у кого-то может проиграться, что у нее мужчина, допустим, дружил с бутылочкой, да, с рюмочкой, и она переживает, что а вдруг снова. Вот какое-то это паническое такое, да, вот состояние, что оно у нее, ну, может быть, даже на подсознании. Запуталась, вот даже по двойке мечей, она думает об этом, она думает, ее к вам тянет, она сходит с ума, но с другой стороны, она сама себя путает. Но это просто какая-то такая патовая ситуация. Странно как-то, все странно. Давайте будем смотреть, что же из этого получится и вообще могут ли у вас с ней быть отношения, потому что я не скажу, что она плохая женщина. Она глубоко такая психологически травмированный человек. Ну, в принципе, мы все, каждый по-своему, наверное, травмированный. Кто-то раньше, кто-то позже. Но, тем не менее, нет, ну вы для нее мужчина сильный, достойный. Но страхи, 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 страхи. Постоянно у нее идут страхи. Что же она хочет? Что? Вот что будет из этого? Общение у вас не так и будет. У кого-то может проиграться даже по интернету, у кого-то это в жизни. Смотрите, здесь может еще быть ситуация, она к вам со временем обратится, ну, то ли за помощью, может быть, даже, опять же, у каждого из вас, поскольку это общий расклад, вы знаете, это могут быть у кого-то более близкие отношения с ней, вот даже на сегодняшний день, у кого-то более такие, ну, чужие, далекие, да, может быть, там привет, пока, вот в таком русле, либо же, ну, это какие-то совсем такие редкие общения. Но может проиграться ситуация, что она у кого-то из вас, ну, как бы то ли одолжит деньги, то ли попросит вот какой-то помощи, возможно, финансовой. Это будет очень неожиданно, это будет как-то вот, ну, то ли спонтанно. Это будет невыдуманная ситуация, нет. Вот она все-таки рискнет проявиться. Но вот проявиться именно в таких маленьких женских хитростях. Будет просить какую-то помощь. У кого-то, может быть, даже не финансовая проиграется помощь, поскольку общий расклад, не забываем, ребята, я постоянно об этом говорю, чтобы потом не возникало вопросов, что «а у меня нет такой женщины». Ну, значит, это не ваш расклад, если у вас не будет такой женщины. Кому-то резонирует, кому-то нет. Я постоянно об этом говорю. У вас, смотрите, могут с ней в перспективе сложиться отношения. Конечно же, я думаю, все-таки скорее она будет вот первые шаги делать, потому что вы можете даже не догадываться, кто это на сегодняшний день. То есть вы можете общаться, но как-то вот не рассматривать ее женщиной своей мечты. У кого-то может проиграться, что она совсем не подходит под ваши вкусы. Знаете, как часто бывает? Любят худышек, женятся на полненьких, либо же наоборот. Ну, то есть она не входит под ваши вкусы, поэтому вы, может быть, ее сейчас и не рассматриваете. Плюс среди вас есть, опять же, люди, которые глубоко травмированы, тоже мужчины, которые переживают свои какие-то личные истории, свои трагедии, которым не до личной жизни. Поэтому у каждого свои мотивы, почему вы ее не замечаете. А даже те, кто и заметили, ну, как-то вам не до этого, да? Но смотрите, если у кого срезонирует, да, вот что может получиться. Да, она будет какие-то такие маленькие шажочки делать, она будет наблюдать за вами, за вашей реакцией. Это будут такие, знаете, робкие шаги, ну, какой-то вот такой, знаете, скромной девчонки, что ли. Начнется, может быть, даже вот с банального, с помощи. Ну, помощь вроде бы это, ну, ничего такого, да. Но в то же время, когда вы будете ей там помогать, либо одалживать что-то,
она в то же время будет за вами наблюдать, как вы общаетесь, да, как вы будете там помогать, что вы будете делать, как вы будете себя вести, потому что это для нее очень важно. Вот именно как вы откликнетесь, не откликнетесь. Она будет пытаться потом все больше с вами после этого случая как-то вот то ли сближаться, то ли как-то вот чаще попадаться на глаза. Если это в интернете, то опять же здесь будут больше ее инициативы, больше как-то вы с ней будете коммуницировать. Но потом уже вы ее начнете замечать как женщину, да? То есть чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вы будете обращать на нее внимание как на женщину. Причем то, что я вижу, это даже могут быть такие судьбоносные, что ли, отношения, да? У нас колесо фортуны выпало. Поэтому эта женщина может стать вашей такой родной душой. Это двери в новую жизнь. Это такая, знаете, тропинка, дорожка к новой истории любви с этой женщиной. Но, повторюсь, это будет все зависеть от вас. Потому что, да, она-то сходит по вам с ума. Но для начала хотя бы вы должны ее заметить и тоже как минимум должны влюбиться, там, да, какие-то чувства к ней испытать. Просто вот на перспективу я говорю вам, что если у кого срезонирует, да, если вы захотите быть с этой женщиной, вы ее заметите, вы начнете общаться, это может сложиться действительно красивая история любви, которая впоследствии перерастет в отношения. Это, ну, как бы, знаете, начало нового жизненного этапа. Впоследствии, если у кого из вас завяжутся отношения с этой женщиной, вы, возможно, даже будете где-то в компании своих там друзей, приятелей, может быть, родственников, ну, где-то на каком-то празднестве, немножко даже прихвастнете, да, что вот у меня появилась такая классная супер женщина, новые отношения. Она будет, знаете, вам такой очень классной подмогой в вашей жизни, если это можно так назвать. Вот она абсолютно неприхотливая будет. Она очень такая будет кроткая. Многие мужчины хотели бы иметь кроткую женщину, которая не перечит, которая, ну такая, знаете, чуть ли не тапочки в зубах носит. С этой женщиной будет хорошо, с этой женщиной будет комфортно и не напряжно. Вот она абсолютно не конфликтная. Не конфликтная. Единственное, что среди вас тоже ведь есть такие ребята, которые опять-таки не уверены в себе, которые тоже, вот вступая даже в новые отношения, все равно будете себя накручивать. Вот так же, как и эта женщина. Она со своей стороны, вы со своей стороны, да. Главное, чтобы это счастье не заканчивалось. Вот у вас будет оно идти параллельно, да, вот это вот состояние счастья, одухотворенности какой-то, и состояние, а вдруг предадут, а вдруг это счастье ненадолго, и вот эти вот мысли, а вдруг, они вас порой будут беспокоить. Поэтому будьте к этому готовы, либо, ну, посетите психолога, как-то сами пытайтесь бороться. И поймите, что все женщины разные. Даже если вас уже когда-то обижали, если кого-то предавали, да, делали больно, это не значит, что все женщины будут делать больно. Поэтому вот такая дама сходит по вам с ума. Повторюсь, на сегодняшний день вы можете даже не догадываться, какая она, кто она, но судьба все выведет и поставит на свои места. Эта женщина сама потихоньку начнет проявляться, и вы все поймете. Ну а уже что будет дальше, зависит от вас. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!